Привет всем! На недавнем концерте Мингю и S.QPS мы все смогли увидеть Чонгука, и надо сказать, он выглядел невероятно красивым. Его глаза сияли теплым светом, а его очаровательная улыбка, казалось, дарила счастье всем, кто его видел. Его внешность была пленительной, одежда подчеркивала его стройную талию, а татуировки на теле добавляли ему особого шарма. Однако самое прекрасное в нем было не только его внешность, но и его искренняя улыбка, излучающая счастье и спокойствие. Чонгук известен своей теплотой и пониманием, он замечательный друг, человек, который всегда стремится понять окружающих. Его присутствие в жизни самых близких ему людей – это благословение, он предлагает безусловную поддержку и искренность, которая встречается редко. Это снова стало очевидным, когда в новом ресторане барбекю выставили автографы Чонгука рядом с автографами S.QPS, Мингю, Вернона и продюсера Сабом Джу. Они посетили ресторан перед его официальным открытием, выразив поддержку новому проекту своих друзей. Этот простой жест многое говорит о характере Чонгука, он всегда находит время, чтобы присутствовать на важных для него моментах. Он поддерживает связь с теми, кто был с ним на протяжении всей жизни, являясь прекрасным примером для многих молодых людей, которые им восхищаются, показывая, что успех не должен разрушать связи, а наоборот, укреплять их. Недавно появились различные слухи, касающиеся Чонгука и Инву, слухи, которые совершенно безосновательны. Имя Чонгука упоминается просто потому, что он дружит с Инву, однако это два разных человека, и единственное, что их связывает, это дружба. Чонгук не виноват ни в чем, что случилось с Инву, ему следует позволить жить своей жизнью в мире. Те, кто называют себя фанатами, а вместо этого распространяют ложь и критику, должны научиться по-настоящему уважать и любить Чонгука и Тэхёна, перестать судить каждое их решение и решение окружающих. Отношения между Чонгуком и Тэхёном – пример крепкой связи, которая выходит за рамки обыденности и не требует ни от кого оправданий. Вместе они демонстрируют особую связь, это очевидно в каждом моменте, который они разделяют, в каждом взгляде, которым они обмениваются, и в каждом естественном жесте. Тэкук – пара зрелых и умных людей, они построили союз на основе уважения, поддержки и глубокого понимания. Такие отношения не нуждаются в словах, они существуют, растут и развиваются естественным образом. Их способность оставаться вместе, несмотря на слухи и трудности, является свидетельством силы этой связи. Настоящие фанаты должны понимать, что любить артиста означает уважать его выбор, включая людей, которые ему дороги, и отношения, которые он поддерживает. Постоянная критика и нападки лишь демонстрируют недостаток зрелости и эмпатии. У Тэхёна и Чонгука есть особый способ общения, безмолвный язык, не требующий слов. Даже в окружении людей их взгляды всегда встречаются, словно невидимая нить связывает их. Этот взгляд – долгая беседа, полное понимание, спокойствия и нежности. Когда их взгляды встречаются, мир вокруг них словно исчезает, оставляя лишь небольшое пространство, разделяемое ими двумя. В этом взгляде заключена искренняя забота, как когда Тэхён терпеливо наблюдает за Чонгуком, пьющим воду. Это не просто мимолетный взгляд, а взгляд, наполненный смыслом, как будто этот простой момент – самое важное в мире. Их движения часто были синхронными, руки двигались в унисон, улыбки появлялись почти одновременно, а выражения счастья были ощутимы даже на расстоянии. Они создали свой собственный маленький мир, безопасное пространство, где они понимали друг друга без объяснений. И самое главное, после всего этого времени каждый раз, когда их взгляды встречались, это ощущалось так же, как в начале, как будто они влюблялись снова и снова, никогда не теряя своей любви. Иногда взгляды были яркими и ясными, иногда более тонкими, украдкой, краем глаза или в отражении зеркала. Но смысл всегда оставался тем же – осознание присутствия друг друга. Тэхён иногда прятал взгляд за шляпой, сдержанно любуясь Чонгуком, подпирая его щеку рукой, простой жест, излучавший глубокое восхищение. Чонгук отвечал с не меньшей интенсивностью, он часто поворачивал голову, ища Тэхёна глазами, полными эмоций. Небольшие жесты, например, воздушный поцелуй издалека, заставляли их краснеть, словно только что влюбленная пара.
Привязанность между ними не угасла со временем, напротив, казалось, она становилась все сильнее. Каждый взгляд возвращал обещания, воспоминания и связь, которую могут разделить только по-настоящему влюбленные люди. Сколько бы лет ни прошло, это чувство оставалось неизменным. Сейчас они, возможно, более сдержаны в выражении своей близости на публике, но это не означало, что что-то изменилось. Фундамент их отношений оставался прочным, как дерево с глубокими корнями, способное выдержать любую бурю. Близость не всегда нужно демонстрировать, чтобы оставаться настоящей. То, что они построили, не нуждается в постоянном подтверждении. Что отличает отношения Тэхёна и Чонгука, так это их способность адаптироваться, развиваться, не теряя своей сути. Иногда связь очевидна, в других случаях она тихая и сдержанная, только для них двоих. Но одно остается неизменным – подлинность их чувств, которую они сознательно поддерживают. Молчание, которое они часто выбирают, это не дистанция, это самая зрелая форма доверия. В этом молчании Тэхён и Чонгук научились считывать тонкие изменения, тон их дыхания, позу, даже короткую паузу перед улыбкой. Им не нужны были долгие объяснения, достаточно было одного взгляда, и все казалось понятным. В их присутствии царило спокойствие, которое возникало только тогда, когда они находились в одном пространстве, чувство безопасности, которое не могло воспроизвести никакое другое присутствие. Чонгук часто казался мягче, его движения замедлялись, голос становился тише, а выражение лица – теплее. Тэхён же, наоборот, казался свободнее, словно невидимое бремя просто испарилось. Их близость никогда не казалась искусственной, она росла из маленьких, повторяющихся привычек. От того, как они бессознательно стояли близко друг к другу, до привычки синхронизировать свои шаги, как будто их ритмы давно были в унисон. Именно эти простые вещи были самыми искренними. В толпе Чонгук часто выступал в роли якоря, его присутствие давало Тэхёну устойчивую опору. Не в доминировании, а во внимании, в готовности всегда быть начеку. И Тэхён по-своему давал Чонгуку пространство для дыхания, принимая его безоговорочно. Время многому их научило, терпению, сдержанности и умению выбирать то, за что стоит держаться. Они не спешат ничего доказывать, то, что у них есть, не хрупко. Именно потому, что это крепко, они оберегают это с большей осторожностью. Бывают моменты, когда эта близость видна только тем, кто действительно внимателен, доли секунды перед тем, как Чонгук поворачивает голову, или улыбка Тэхёна перед тем, как их взгляды встречаются. Эти маленькие жесты говорят больше правды, чем 1000 слов. Они понимают, что любовь не всегда громкая, иногда это постоянное присутствие. В готовности остаться, даже когда все не идеально. В своем решении поддерживать друг друга, не стремясь быть в центре внимания. Тэхён и Чонгук также учатся устанавливать границы, когда делиться, а когда защищать. Решение быть более закрытыми – это не потеря, а эволюция. Способ гарантировать, что то, что для них ценно, останется нетронутым. Когда они смеются вместе, это ощущение легкости, отсутствие бремени требований или ожиданий. Когда они молчат, это ощущение наполненности, не неловкость, не пустота. Это признак истинной близости. Каждое созданное ими воспоминание становится защитным слоем, укрепляющим существующий фундамент. Прошлое не связывает их, оно служит ступенькой для более уверенных шагов. Они несут эту историю с гордостью, не выставляя ее на показ. Для них любовь – это постоянно развивающийся процесс, она не статична, не принимает одну форму. Она адаптируется ко времени и обстоятельствам, но ее сущность остается неизменной. Искренность, которая остается неизменной, даже если способ ее выражения меняется. И, возможно, именно этого люди редко понимают, крепкие отношения не всегда видны. Иногда их сила заключается в спокойствии, в тихой убежденности в том, что то, что их объединяет, это реальность. Иногда им не нужно быть рядом, чтобы оставаться на связи, простое знание того, что другой рядом, дышит в одном пространстве, дарит чувство спокойствия, которое трудно объяснить. Среди неизбежной суеты и расстояния есть тихая убежденность в том, что их сердца остаются в гармонии, как две разные ноты, всегда находящие гармонию при встрече.